Добрый день, с вами ведьма Аграфина и мой канал Магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии, в том числе откуп от дурной судьбы, магия на кладбище, магия рун, обучение, обращение к духам, любовная магия, магия денег. Сегодня у меня гадание, обращение к вашему умершему родственнику, неважно, это был ваш муж, ваш, может быть, дед, тот, кто вас любил, тот, кто вам важен, бабушка, дедушка, папа, мама, друг. Это может быть не обязательно родственник, человек, который вам важен. Что он хотел бы вам передать, что вы не слышите, что, может быть, он вам начал сниться. Помним, что вся история человечества, вообще вся наша материальная культура, всем ее достижениям мы обязаны, кстати, культу покойников, потому что пирамида Хеопса, этот комплекс, которому 5000 лет как минимум, все это давало стимул развитию человеческой мысли, в том числе искусству, строительному, архитектуре. Вся скульптура — это фактически изображение умерших людей. Все эти Цезари, все эти Харивы, Кии, Петр I, все это поклонение умершим, потому что они в ином мире, когда они накапливают знания здесь на Земле, они в том мире оказываются, они подключаются к большему информационному полю и что-то уносят с собой. Как выйти на контакт, как с ними поговорить, вот это становится более сложной задачей, потому что связь с иным миром идет через медиум, идет через только посредников в физическом мире. И также карты Таро нам помогут узнать, в каком состоянии сейчас пребывает душа, как она смотрит на вас, все ли там нормально, да, упокоилась ли душа, и какие слова, что хотела бы эта душа вам передать, беспокоится ли она о вас, тут уже мы речь ведем о душе, ну, видите. Так, и смотрим. Первый, второй, третий вариант. У вас может быть 3 родственника, которые вам важны. Абсолютно не важно. Да, тут вы выбираете либо по знаковому какому-то, по рубашке, по цифре, первый, второй, третий. Думаете, настраиваемся. Я тоже буду настраиваться. Важный контакт с умершим. Как он там, она там. И что вы хотели бы тоже узнать. Почему, может быть, снится. Что там такое. Или чем-то предупреждает. Часто они снятся. Чем они нам снятся. Что они нам хотят. Итак, первая карта. Что человек там в том мире, пребывая, как он себя ощущает. Знаете, вот этот до сих пор не привык там. То есть он попал туда случайно. Вот этот человек, видите. Видимо, был какой-то рискованный момент, и он мог бы остаться в этом мире. Но произошел неоправданный риск. И этот человек до сих пор не может понять, что он на том свете. Вот эта душа. Что он где-то между землей и небом. Вот до сих пор он... И либо это недавний умерший. То есть он еще умерший. Он еще не перешел полностью, он еще полностью не может оторваться от земной жизни, видите? То есть, да, и тут была ситуация риска, он мог бы жить. Ну, это он ходил по краю или она, поэтому человек не понял, где он. Как он вообще пребывает, насколько ему там комфортно, допустим, спокойно, и что бы он хотел. Ой, этой душе неспокойно, некомфортно. Он о чем-то тревожится. То есть человек явно еще тут в этой жизни, тут здесь он о чем-то думает и тревожится. То есть он весь еще тут. Ну, видимо, он выхвачен из этой жизни был как-то, ну, скажем так, случайно.
не вовремя. Что этот человек, эта душа унесла с собой, может быть, не успела, о чем тревожиться. Что тут король жезлов? Этот человек хотел жить, вот опять вся карта идет. Этот человек тревожится о вас, в том числе. Он хотел бы вам сниться, он хотел бы привлечь ваше внимание. Сейчас узнаем, почему. Да, нуждается в поминании. Смотрите, очень много таких карт, когда человек, он как хотел бы вам сказать, что живите, будьте активными, вспомните меня. Я там, я уже не успеваю, я рискну и я проиграл. Поэтому ваша жизнь должна быть активной, боритесь, живите. То есть вот этот человек очень такой интересный, активный. Что он думает о вас? Спокойно ли, как сейчас он к вам относится? Он не хотел бы вас пугать, он не хотел бы вас тревожить, он не хотел бы вас как-то... То есть его переживания о вас связаны с тем, чтобы вы не теряли ни минуты, чтобы вы не теряли время и силы на то, чтобы кому-то что-то доказывать, тратить какие-то свои силы на мелочи. Вот он говорит, что сосредоточьтесь на главном, на смысле жизни, на красоте жизни. Я не успел, я не успела, у меня этого не было, вот почему-то так. Я рискну, я еще собирался жить, доберите за меня. Что еще? Есть ли какой-то секрет? Понимаете, человек жизнелюб, какой-то секрет, о чем он все-таки, какая сфера, какой-то секрет, какая-то важная мысль, которую бы хотел человек передать. Опять всадник. Двигайтесь активней, будьте, верьте себе, верьте своим импульсам, действуйте быстрее. Вас наступает кстати, это очень много мужской карты, смотрите, этот человек явно, душа этого человека, она где-то вообще с вами рядом, настолько активная карта, настолько вот он как бы предупреждает, что двигайся вперед, у тебя все впереди, у тебя впереди целая большая активность. Но женщинам тут, наверное, куча мужиков понападает, вот он говорит, давай вперед. У тебя, ты пишешь энергии, тебе не хватает, может быть, энергии, займись этим, у тебя все есть. Вот, видите, это все импульсы, все огни. Он хочет дать вам какой-то толчок, давай вперед. Тут нет предупреждений, к счастью, нет каких-то. То есть где-то он хотел бы, да, не то что хранитель, эта душа на том свете просит вас жить, быть активным. И все, что упущено вот по этой карте, случайность какая-то, риск, чтобы вы это добрали. И да, этот человек беспокоен, ему беспокойно на том свете. Вот нельзя сказать, что прям вот все нормально. Что просит он у вас? Просит ли он у вас что-то? Это уделить ему внимание. Возможно, это также подношение, это помин какой-то ему. То, что он любил пить, есть, уделите ему внимание. Тут ничего такого как бы сверхсложного нет. Возможно, также надо помянуть с родственниками. Желательно не одному. Все-таки помяните этого человека. Давайте так. Итак, будь что, как он дальше будет, что с ним дальше там спокойно. Знаете, этот человек явно, что он возле вас и будет пытаться, кстати, еще вступить с вами в какой-то контакт. В снах, в каких-то знаках. По пентаклям это скорее знаки, скорее какие-то фотографии, скорее какие-то вещи, которые вы можете найти. И вот что он вам передает, да, что... Живите, будьте активней, не упускайте шансы в своей жизни. Это привлекайте внимание, помяните его, потому что по шуту, человек не случайно ушел как-то. Вот
Это был риск, и риск этот, ну, не оправдался как-то вот. Он себя не оправдал. Человек еще между небом и землей. Почему? По какой-то причине. Ну, тут нет какого-то страшного такого, да, то есть, если вы его будете поминать, он хочет находиться с вами в связи постоянно. Смотрите, периодически выходить к нам. Пока это не подсадка, но, видимо, пока вы не выйдете на путь вот этого вот активности, вот этой, что, когда он не убедится, что у вас все хорошо, да, он тогда перестанет. Это очень привязан к вам человек. Дальше. Второй вариант. Отложим под сердечком. Так, что этот человек? Ну, этот человек попал в этот мир в состоянии борьбы. И возможно, что он боролся и работал до последних дней. И он там, ну, как бы, он там уже все. Он уже туда попал. И это, видимо, давно случилось. Девятка жезлов. Ему очень трудно выходить с вами на связь. Он давно уже, может, он пытался не раз выйти с вами на связь. И, ну, что-то, вот, причем это все-таки карта беспокойства о вас. Вот он это еще, причем длительно, долго. Этот человек будет, видит какое-то, возможно, ваше страдание. Вот тут ему тоже неспокойно. Тоже неспокойно. Так, как ему вообще там что, как бы он перешел. Ну ты посмотри сегодня. Вы его давно не поминали. Ну вот знаете, вот совсем давно. Тут человек ваш, это душа, которая ну прям просит. Ну ты вспомни, что я был или я была. Обрати на меня внимание. Так, как этот человек относится к вам сейчас? Ну, тут любил этот человек вас любил. Любил и, ну, даже сказать, вы бы были его смыслом жизни по этим картам. Прям такая любовь. Однако, что он думает о сегодняшней вашей жизни? О чем бы он хотел? Ух ты! Он доволен вашими достижениями, тут жезл, да. По сути, также он вашу активность какую-то видит, но вы его совсем как-то подзабыли. Подзабыли. Активность. Типа так держать, молодец. И что бы он хотел вам передать вообще в вашей жизни. Знаете, у вас впереди ждет какая-то удача, быстрое движение в вашей, скорее всего, что карьере, заработке, вашей активности, то, в чем вы сейчас активней. Также выход из сложной какой-то ситуации. И ну, где-то он за вас спокоен, я вам так скажу. Эта душа спокойно к вам относится, однако он просит как бы, ну, я тебя так любил, я тебя так любила, и пожалуйста, пожалуйста. Если какой-то там претензии к вам, или король пентаклей. Вы знаете, между вами очень четко. Нет, тут нет претензий. Скорее всего, что тут вы соблюли все правила, поставили памятник, все оформляли. То есть в земном смысле тут все очень четко. И ваш вот этот умерший хочет просто к себе внимания. То есть где-то эта душа за вас спокойна. Что просьба какая все-таки? Просьба почаще вспоминать. Нет, тут человек не страдает. К вам никаких претензий нет. Единственное, что вспоминайте ее или его почаще. Почаще, вот. Потому что, причем, тут даже не в помине речь идет о каком-то там, типа, угощения на кладбище, а скорее вот этот умерший любит, чтобы вы его посещали, чтобы, может, вы какие-то там записочки из церкви писали, если это крещеный, или в какой он религии умер. Если не в религии, смотрите, этот человек все-таки хочет, чтобы вы к нему ходили.
ходили. И также он присутствует в ваших делах. А вы видите, жезлы вашей активности. Он или она. Итак, что будет дальше с этим? Ну, это очень такой вот родственник, который вас очень любил, очень любил. И он не предупреждает вас ни о чем плохом, если снится. Скорее хочет, очень скучает за вами. Вы подзабыли, хотя бы, чтобы чаще вы к нему обращались, может быть. Может быть, это и помин, и какой-то разговор на уровне эмоций. То есть это душа, которая к вам очень привязана. Похоже, все-таки это вообще ваш близкий родственник, там папа, мама. И он он с вами в вашем счастье. Нет, тут тоже он спокоен за вас, а ему немножко обидно за себя, что очень давно это все дело вы как-то забили на это, но сейчас у вас лучший период в жизни, поэтому эта душа за вас спокойна. Есть какой-то, возможно, совет по жизни, вот, который был, с которым он к вам идет, да, быстрее, активный. У тебя сейчас самый лучший период. Давай, я за тебя переживаю. Я хочу, чтобы у тебя все было лучше, еще быстрее. И тут еще карта возврата. Возможно, что этот человек, знаете, как хочет вернуться в каком-то обличии или в каком-то событии, чтобы вы его узнали. То есть он будет посылать вам человека, похожего на себя. Может быть, человека близкого. То есть вы его увидите, и вы сразу поймете, что это человек ваш, это ваша какая-то родная душа. Или это не обязательно мужчина какой-то прям вот. Это может быть человек близкий по духу, человек какой-то учитель, человек-помощник. Это может быть друг, подруга, неважно. Вот, интересный, кстати, расклад. И третий вариант. Этот человек. Душа его, что там, в каком он состоянии. Так, это очень была такая земная душа, которая переживала о материальном. И сейчас там также эта душа еще также полностью не ушла. Да, если это уже давно. Эта душа с вами, эта душа переживает о том, что что-то оказалось неоформленное, что-то недооформленное, чего-то там, да, закрой кран, поменяй обои. Вот такая вот человек еще в земной жизни. Эта душа еще в земной жизни, привязана к земной жизни. Так, в целом, как ей там на том свете. Страдает. Знаете, тут, скорее всего, что была какая-то боль душевная или такая какая-то тяжелая смерть. Поэтому оно как бы продолжает. Да, это было облегчение. В любом случае смерть это вот в таких случаях облегчение, но тем не менее душа еще не полностью избавилась от этой боли все-таки. Это было что-то тяжелое при земной жизни. И об этом она все-таки грустит. Вот такой вот расклад. Что дальше? Как эта душа думает о вас, о связи с вами? А вот тут нерешенные между вами вопросы. Вот что-то вы могли сделать, но не сделали. Давайте так. Вот почему-то она страдает. Может быть, этой душе хотелось бы при жизни более, что-то вы не успели, может быть, сделать. Что-то оно не решено было, невозможно было это решить. Или она смотрела на вас, как вы страдаете. Ну, вот такое вот. Что сейчас, как эта душа относится к вашим делам? Смотрите, интересно так. Эти карты падают, да? Прям одинаково. Шестерка жезлов, шестерка жезлов в разных колодах.
ваши дела сейчас идут особенно быстро. То есть вот все что-то закрутилось. Где-то этому родственнику или этой душе смотреть на вас, ну скажем, какое-то облегчение, что хорошо, что даже после моей смерти это все-таки лучше стало. Это пошла какая-то активность. Тебя ждут какие-то активность и давай добирай на земле то, чего не получила я тут также. Не успели вы что-то сделать, не потянули, по времени не успели. Что хотела бы она вам пожелать? Справедливости. Вы эмоциональны, и вот эта душа смотрит на вас и хотела бы, чтобы вы были все-таки более взвешенным. Тут даже не то, что более взвешенным, чтобы вы были активными и резкими тогда, когда надо, и соблюдали спокойствие, когда ситуация не требует резких действий. То есть не действуйте резко, да, когда это не нужно, действуйте быстро и резко. То есть вот так вот. Где-то это равновесие, вот об этом он говорит, что где-то надо быстро на все наплевать и действовать резко и решительно. И есть у вас такой вот со стороны какой-то душа, которая смотрит на вас. Борись за справедливость, она еще говорит, не отступай. Борись юридическими методами, если у вас есть такая ситуация. Добивайся, правда на твоей стороне. Ты получишь эти бумаги, ты выиграешь этот суд, ты добьешься этого каким-то юридическим. Также нам говорит, может быть, о том, что нужно что-то оформить. Вот, кстати, с этого начиналось суд, нерешенный вопрос, материальные какие-то. То есть оформи что-то, сделай это. Может быть, не допускай моих ошибок каких-то, если там что-то не успела оформить, не дооформила, как-то отнеслась к этому, не успела что-то закончить, да, вот сделай это, она как бы говорит. Ну, так, в основном душа это спокойно. Оформите какие-то свои бумаги, оформите какие-то свои дела, потому что душа сделала, этот родственник там понял, что вот есть такая какая-то ошибка, которую вы должны исправить. Что хочет он в отношении себя? Женщина кубков. Ну, как родственница. Смотрите, одинаковые карты идут. Так, кубков. Женщина кубков. Внимание, обычный помин среди родственников. Ну, тут поговорите с ней, поговорите с этой душой. Вот эта вот вещь, которую она просит вас сделать, все-таки надо сделать. Оформите, отпишите, не знаю, подпишите, сделайте все надписи, подписи, не знаю, нотариуса какого-то сходите. Итак, ее послание вам все-таки важное. Вестник Пентакли, беспокойство о земной жизни, о вещах, о документах. Вот что эта душа как бы вам передает. Что-то оформить надо срочно, что-то найти, эту бумагу, если надо провести через суд, вот так вот. Ну и также, что впереди, какое общение, ну что-то тут как королева все время, как будто это женщина. Что впереди? Она с вами, ну это вот чисто такая деловая душа какая-то. То есть она спокойно беспокоится о ваших материальных делах. И всячески, возможно, это будет приходить информация об этом человеке, об этой душе через какие-то подсказки в документах, в книгах. То есть это может быть какая-то вещь, какая-то земная, то, что она пользовалась при земной жизни этим какой-то вещью. Может быть, это земля, может быть, это сад, может быть, это дерево. Вот ищите ее там, эту душу. Она с вами в повседневных вещах. Вот, если что-то, какое-то может быть кольцо какая-то мама оставила, какой-то может быть вещь, предмет, земное вполне, да, вот общайтесь с ней через это, как помните, да, что курганы, пирамиды Хеопса те же, что там оставляли вещи. Почему? Потому что люди были и не во всем мире связаны через вещи с умершими, с живыми родственниками. Почему эти
Они там ими как бы пользовались. И те, кто приносил им еду, питье, вступали с ними в контакт. То есть это коммуникация, вся эта еда, питье, все эти подношения. Вот, это 3 позитивных, я бы сказала, расклада. 3 таких родственника или любимых человека. Ну, а я с вами, как всегда. Все мои контакты для платных услуг под этим видео. Обо мне много информации, в том числе в интернете. У меня есть сайт. Заходите, пишите, только в письменном виде. До свидания.